Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам, как связать невероятно выразительный и объемный узор, который идеально подойдет для создания стильных шрагов, джемперов, топов, шарфов и очень многих других уютных изделий. В изделии он может быть связан как сверху вниз, как сейчас он лежит у меня на столе. При вязании от горловины он выглядит точно так же. Также красиво он будет смотреться при вязании от рукава к рукаву, например, как в этом шраге, который вы видите сейчас на экране. Этот узор смотрится дорого и современно, особенно мне, допустим, нравится, как он выглядит в темных и насыщенных оттенках, также в градиенте и меланже. Для его исполнения подойдет практически любая пряжа. Это может быть гладкая, пушистая, фантазийная, ленточка, все что угодно, вот именно в таком узоре это будет выглядеть интересно и эффектно. Хочу еще сказать, что этот узор не только эффектен, но и достаточно простой в исполнении. С ним справится даже начинающий мастер. Давайте его провяжем вместе. Начнем с того, что рассмотрим схему. Раппорт данного узора составляет 8 петель в ширину и 6 рядов в высоту. Весь узор вяжется платочным узором. 4 ряда платочный узор обычный и 2 ряда также платочный узор, только с перекрещиваниями. Я буду провязывать с вами 3 раппорта узора. Постараюсь показать, чтобы камера все передала четко и ясно, как выполняется вот этот элемент. Поэтому буду провязывать 3 раппорта. Для этого я набрала 26 петель, 24 это 3 раппорта узора и 2 кромочные петли. Петель симметрии этот узор не имеет. Итак, я набрала петли самым простым способом. Вот он. Вот эта сторона у меня будет лицевой. Поэтому я сразу начинаю вязать сам узор без провязывания установочного ряда. Первая петля у меня кромочная. Кромочную я всегда переснимаю, и только лишь в первом ряду я ее провязываю. Далее все петли я буду вязать лицевыми. Мне так значительно будет удобнее. Вы можете вязать все петли изнаночными. Эффект получится тот же самый. Просто кому как легче и удобнее вязать платочный узор. И вот таким образом я провязываю 4 ряда. И по лицевой, и по изнаночной стороне я буду вязать лицевые петли при поворотном вязании. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, вы будете чередовать один ряд изнаночные петли, один ряд лицевые петли. И здесь просто нужно будет подстраиваться под то, в каком ряду вам удобнее делать накиды, а в каком ряду проще будет делать перекрещивание петель. Итак, последнюю кромочную провязала. Далее за кадром я провяжу еще 3 ряда платочным узором. Итак, я провязала 4 ряда платочным узором. Далее я буду провязывать петли с дополнительными накидами. Что хочу сказать по этому поводу. Именно в этом узоре я буду использовать спицы на размер, даже я бы сказала на 1,5 размера больше, нежели у меня основные спицы, чтобы вот это узор перекрещивания петель получилось более эффектно и выразительно. Основные спицы у меня номер 3,5, но с учетом того, что они у меня кубические, они немножечко меньше идут, я бы сказала, это 3,125, ближе к троечке. А вот эти спицы у меня номер 4,5, это круглые стандартные спицы. Еще на что хотела бы обратить ваше внимание, это
желательно или для всего узора, или же для ряда, где вы будете делать дополнительные накиды, использовать максимально гладкие спицы из тех, которые у вас есть в наличии. Так будет проще двигаться петлям по спице, и меньше они будут переплетаться между собой. Вообще в идеале самое легко использовать для этого ряда прямые спицы, но если вы вяжете по кругу, это будет невозможно. Я буду провязывать 5-й ряд более толстыми и гладкими спицами. Первую кромочную я просто переснимаю. Ее можно делать, если у вас сильно стянут край, кромочная сильно плотно вы провязываете, тогда ее можно делать, также провязывать с одним дополнительным накидом. Мне проще немножечко ее вязать слабее, но накид дополнительный не делать, чтобы край изделия был не слишком рыхлым, потому что если это у меня будет, к примеру, шрак, который я вам показывала, я здесь буду добирать петли для обвязки низа изделия. Поэтому я просто кромочную делаю, провязываю немножечко слабее, чем обычно. Далее я буду провязывать все петли с тройным накидом, так как у меня в образце. Если для вас эти дырочки слишком большие, к примеру, вы вяжете просто летнюю футболку и не хотите ее слишком дырявчатой, вы можете делать двойной накид. Также вы можете использовать спицы того же размера, что и основное вязание, и тогда дырочки будут еще меньше. То есть это такой узор, который можно экспериментировать, фантазировать и его выполнять в разных вариациях. Итак, кромочную я пересняла. Далее я буду провязывать по лицевой стороне лицевые петли с двойным накидом. Итак, лицевая. Далее делаю еще 2 дополнительных ряда. И после этого я вытаскиваю спицу. У меня получается из одной петли провязано 3. И таким образом я буду провязывать все петли, кроме кромочных. 3 накида, я сделала 2. Кроме кромочных, вот таким образом, делая тройное обвитие или же двойной накид. Вот таким образом провязываю все петли. 1, 2, 3 обвитие. Все, провязала петельку. 1, 2, 3. Еще что хотела сказать, это то, что когда вы делаете обвитие, не делайте его слишком плотным, чтобы петельки вот эти новые обвитые сидели слишком плотно на спице. Это тоже усложнит вам работу с таким узором, особенно если это большое какое-то изделие, где очень большое количество петель, или же вы вяжете без швов. Также получится большое полотно. Просто обратите на это внимание. Итак, вяжем до конца ряда. Я провязала 5-й ряд. Все петли у меня идут с двойным накидом. Далее я перехожу на свои стандартные спицы и буду делать перекрещивание петель. Итак, этот ряд несложный, но требует внимания. Кромочную я немножечко вытягиваю и просто переснимаю на рабочую спицу. Далее переснимаю 8 петель на правую спицу, при этом сбрасываю все накиды. 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот все мои 8 петель. Они достаточно длинные, поэтому могут между собой путаться, как поступаю я. Левой спицей я подхватываю 4
вторые петли. Вот 4, вторую половину петель 4. Вот эти петли, которые у меня остаются на правой спице, я продеваю в эти 4 петли. Вот таким образом это все выглядит. Видите, это идет петля такая из вторых 4 петель. Так, сейчас расправлю все. Вот. Здесь нужно следить, чтобы все петли были у вас расположены правильно, не перекручены. Потому что вот эти внешние петли, я назову их так, они редко перекручиваются, а вот те, которые я продевала через них, они достаточно часто перекручиваются, особенно если полотно очень большое. Итак, 4 петли, которые у меня на левой спице, я их просто придерживаю большим пальцем, они у меня будут отдельные. А вот эти 4, пока они на разных спицах, я смотрю, чтобы они были расположены правильно. Если они перекручены, как у меня сейчас, я их расправляю, меняю местами. Так, вот это не хочет становиться на свое место. Вот, все, я все их поправила, и они также у меня ровно выглядят. Далее, придерживая эти петли, эти перемещаю на левую спицу и поочередно их провязываю. Боковым зрением очень хорошо видно, чтобы эти петли не перемещались. В принципе, они уже на спице редко перемещаются. Как правило, они перемещаются, когда ездят по спице, особенно если это круговые спицы, вот в этом месте они путаются, и когда продеваете через внешние петли. Итак, я провязала эти вытянутые петли внутренние лицевыми. Далее лицевыми я буду провязывать внешние петли. Плотность вязания здесь нужно соблюдать ту, которая у вас постоянная, которой вы вязали предыдущие 4 ряда платочного узора. Все, это переплетение у меня выполнено. Можно немножечко его подтянуть, можно это сделать уже потом, когда полностью ряд будет провязан, или же несколько рядов. Далее я переснимаю следующие 8 петель таким же образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все. Левой спицей подхватываю первые 4 петли, это у меня будут внешние петли. Ничего не сбрасывая, вот так это все сейчас выглядит, ничего не сбрасывая со спиц, продеваю петли с правой спицы сквозь 4 петли на левой спице. Их немножечко как бы растягиваю, чтобы поправить, если в этом есть необходимость. В данном случае я смогла их вытащить правильно, ровно, поправлять ничего не нужно. Вот так это все выглядит. То есть внешняя петля, одна дужка с этой стороны идет, одна дужка с этой стороны идет. Я их размещаю на левой спице и провязываю лицевыми петлями поочередно. Первая, так, давай мы тебя подвинем. Первая, вторая, третья, четвертая и дальше 5, 6, 7 и 8. Вот здесь спешить не нужно, чтобы все петельки ложились ровно, аккуратно. Вот я сейчас, когда вязала, вытянула немножечко больше одну петлю, нежели другую. Я их сразу расправляю, чтобы потом мне не нужно было выискивать, где есть какие неровности уже в готовом изделии. И последние 8 петель сейчас мы с вами перекрестим. Я также все 8 снимаю. Распускаю все накиды и дохожу до кромочной петли. У меня здесь осталась только кромочная.
Поддеваю левой спицей первые 4 петли. Эти продеваю сквозь них вот таким образом. Пока петли находятся на разных спицах, я поправляю их при необходимости, чтобы все петельки смотрели ровно. Видите? Тогда в узоре это будет все выглядеть очень эффектно и красиво. Если они будут перекрещены в готовом изделии, это будет очень бросаться в глаза. Перемещаю на левую спицу и провязываю их лицевыми, соблюдая стандартную плотность вязания. Когда вы вяжете такие слишком длинные петли, вязание вам кажется очень рыхлым, хотя на самом деле это будет не так. Только такое ощущение, только когда вы провязываете 6-й ряд и затем будете провязывать 1-й ряд узора. Итак, я провязала это перекрещивание. Расправила все петли, посмотрела, чтобы все было ровно и правильно. Далее я провязываю кромочную. Тоже немножечко свободнее, нежели провязывая ее обычно. Вы можете делать дополнительный накид. Итак, вот связан у нас полностью раппорт данного узора. И я приступаю к повтору, то есть к провязыванию 1-го ряда. И вот здесь, когда вы с раппорта в раппорт переходите, тоже нужно в этом ряду быть внимательным и не спешить, чтобы ничего не сбилось у вас, потому что за счет того, что петли очень длинные, вот здесь вы видите неровности. И все они будут убираться вот как раз в этом 1-м ряду. Итак, кромочную я переснимаю. И постепенно, не спеша, методично провязываю каждую петельку лицевой. Если я вижу, что очень много каких-то неровностей, на этом этапе я еще раз расправляю петли и смотрю, чтобы они ложились красиво и ровно. Вот я сейчас довяжу 2-й раппорт узора и поправлю петли. Вот, я их вытягиваю, и они сразу вот ложатся ровно и правильно. Вот это не легла правильно, я ее сразу немножечко подтяну, вот таким образом, и дальше расправлю. Все, после этого ряда петли у вас уже будут все ровные. И таким образом я провязываю до конца ряда и повторяю все то же самое, что делала в начале. 4 ряда платочного узора чередуются с 2 рядами формирования перекрещенных петель. Наш узор уже связан, осталось воплотить его только в изделие и носить его с радостью. Поэтому желаю всем легких петелек и до встречи на канале.